Привет из Турции! Я приехала в отель Sea Life Phuket Resort and Beach в Акурджаларе. Это пятизвездочный отель на первой линии в Алании, который работает по системе «Ультра все включено» и выделяется привлекательной ценой на фоне других отелей той же категории. Давайте посмотрим, хорошо ли в нем отдыхать. Отель Sea Life Phuket Resort and Beach находится в Акурджаларе, примерно в 90 километрах от аэропорта Анталии. У него хороший рейтинг, основанный на отзывах туристов. Кстати, большая часть гостей в этом отеле – россияне, поэтому и персонал здесь знает русский язык. В 2023 году в отеле была проведена частичная реновация, которая коснулась и номеров. Площадь территории отеля Sea Life Phuket 14,5 тысяч квадратных метров. Здесь просторный основной бассейн, в котором есть небольшие водные горки. Они привлекают не только детей, но и взрослых. Для маленьких туристов работает дополнительный детский бассейн, над которым натянут тент от солнца. Кроме того, в отеле имеется бассейн, предназначенный только для взрослых. В этой зоне просят соблюдать тишину. Для детей в отеле Sea Life Phuket работает мини-клуб. Тут есть игровая площадка и самые разные активности в течение дня. А по вечерам проходит мини-диско. На радость маленьким туристам работает мини-зоопарк. В отеле активная анимация. Заметно, что туристы с удовольствием участвуют во всех развлечениях. По вечерам в отеле проходят шоу. Для любителей спорта есть теннисный корт, баскетбольная площадка, тренажерный зал, настольный теннис. Это без доплаты. А вот бильярд и настольный футбол уже за деньги. Хамам, сауну и крытый бассейн можно посещать бесплатно. Отель Sea Life Phuket работает по системе «Ультра все включено». В барах предлагают импортные и местные напитки. Есть алкоголь известных брендов. Один из баров работает круглосуточно. Красивая и продуманная территория – это большой козырь отеля Sea Life Phuket. Здесь много зелени, цветов и фруктовых деревьев. В пешей доступности от отеля находятся два популярных аутлета – Большой базар, сувенирные магазины и супермаркеты. До Аланьи можно доехать на автобусе. Каждую неделю на моем канале выходит новое видео. Я снимаю их для того, чтобы помочь вам спланировать идеальный отпуск. Если вы поддержите мой труд лайком, я буду вам очень благодарна. А если вы впервые на моем канале, то загляните в раздел видеозаписи. Там вы найдете много обзоров отелей в Турции, Египте, Эмиратах, Таиланде и других странах. Подписывайтесь, я уверена, что вы не пожалеете. У меня стандартный номер. Проживание на двоих по системе «Ультра все включено» обошлось в $130 за ночь. Для пятерки в разгар сезона 2024 в Турции это недорого. Давайте посмотрим мой номер. Этот номер небольшой и чувствуется, что здесь недавно был косметический ремонт. Выглядит он довольно свежо. На входе есть зеркало в полный рост и небольшой шкаф. В шкафу есть бесплатный сейф и тапочки. Места для хранения вещей не слишком много. Здесь же вход в ванную комнату. Она тоже выглядит свежо. Здесь хороший косметический набор. Это основная часть комнаты. Тут есть кондиционер. Бесплатный Wi-Fi работает на всей территории отеля. Кровать двуспальная, постельное белье чистенькое, без пятен. Вообще заметно, что оно не старое.
Напротив кровати висит небольшой современный телевизор, тут есть русские каналы. Здесь находится стол и мини-бар. Его заполняют в день заезда пивом и безалкогольными напитками. Далее пополняют только воду. Еще есть чайник, чай и кофе. Их тоже пополняют ежедневно. На балконе есть сушилка для белья и небольшая зона отдыха. Вид у меня на соседний отель и на дорогу. Если вы приезжаете на долгий срок, я бы посоветовала бронировать номера с видом на море или в сад. Думаю, в них будет приятнее отдыхать. Они стоят чуть-чуть подороже. Питание в отеле Sea Life Phuket довольно разнообразное и почти непрерывное в течение дня. Однако минусы есть. Пока вы смотрите ассортимент завтрака, я обращу ваше внимание на внешний вид горячих блюд. Многие из них приготовлены с чрезмерным количеством масла. Это отметила не только я, но и некоторые туристы в своих отзывах. Также добавлю, что еду пополняют не слишком быстро. Это особенно заметно по вечерам, когда в ресторане много людей. К выбору оливок, турецкого сыра, овощей и других продуктов в зоне охлажденных блюд и закусок у меня вопросов нет. Не шикарно, но и не скудно. Есть из чего выбрать. Особенно радует наличие меда в сотах, кураги, варенья, халвы и других сладостей, которые традиционно предлагают к завтракам в Турции. В ресторане хороший выбор булочек. Правда, не всегда они были мягкими. А вот блинчики просто отличные. Омлеты здесь тоже готовят умело. Для детей в ресторане есть отдельный зал с низкой линией раздачи и собственными столиками. В течение дня в отеле Sea Life Phuket работает кондитерская, где предлагают торты и мороженое. В снэк-баре можно полноценно пообедать. Тут есть турецкий кебаб, жареная рыба, фастфуд, овощи, пицца и другая еда. Здесь же можно заказать коктейли и другие напитки. Обеды и ужины в ресторане Sea Life Phuket показались мне разнообразными. Что-то было вкусным, но пережаренная рыба и гарниры с огромным количеством масла немного испортили впечатление. Есть ощущение, что только половина поваров в этом отеле готовит хорошо, остальные только учатся. Конечно, голодать вы здесь не будете. Справедливости ради скажу, что тут нет продуктов эконом-класса. И вкусная еда на шведском столе тоже имеется. В мой заезд отель был заполнен на 100%. Больших очередей в ресторане я не замечала. Также добавлю, что в зоне буфета всегда поддерживают чистоту. Среди холодных закусок всегда достойный выбор. Тут есть салаты, овощи и зелень. Из фруктов в середине июня были яблоки, груши, апельсины, грейпфруты, сливы, а также дыня или арбуз. Их обычно чередовали. А вот кондитеры в отеле Sea Life Phuket работают на совесть. Сладости тут отличные, и выбор хороший, и приготовлены они красиво и вкусно. Напитки можно заказывать у официантов или брать в баре самостоятельно. В отеле есть 3 а-ля карт ресторана, которые можно посетить бесплатно по одному разу. Отель Sea Life Phuket находится на первой линии, и ему принадлежит собственный участок на пляже.
Здесь достаточно много лежаков, они пластиковые с мягкими матрасами, а пляжные полотенца можно менять каждый день без доплат и депозитов. На мой взгляд, лежаки поставлены слишком плотно друг к другу, но с другой стороны так вмещается большое число шезлонгов, и поэтому всем туристам их хватает. Даже в разгар дня мне удавалось найти свободное место. От солнца здесь скрывают большие навесы. Также есть зона отдыха на газоне, там стоят лежаки и зонтики. Пляж хорошо оборудован. Тут есть души, кабинки для переодевания, туалеты и бар с напитками. Немножечко пройти пару минут и будет бар с закусками. Пляж песчано-галечный. На входе в море галька. Заход немножечко рисковат, очень быстро становится по пояс. Потом достаточно легко дойти до глубины. Опасных подводных плит на входе нет. Купаться комфортно. Туристы купаются даже с маленькими детьми. Рядом с пляжем есть гора, на которой растут хвойные деревья. Она делает это место фотогеничным. При желании вы можете на нее подняться, чтобы полюбоваться морем с высоты. Это стоит делать в обуви. На пляже есть участки и без гальки, там, где стоят шезлонги. Песок тут серого цвета. Рядом работает центр водного спорта. За дополнительную плату можно покататься на гидроциклах или заказать полет с парашютом. В волейбол можно поиграть бесплатно. У отеля Sea Life Phuket оказалось много плюсов. Тут красивая территория, свеженькие номера, хорошая концепция ультра все включено и удачное расположение. А вот к питанию у меня есть вопросы. Кормят здесь вроде бы разнообразно и почти непрерывно в течение всего дня. Но не всегда блюда вкусные. Об этом пишут и туристы в отзывах, и я сама в этом убедилась. Питание стоило бы подтянуть, а в остальном мне здесь понравилось. Sea Life Phuket – это не первый отель в Акурджаларе в моей коллекции. Я была в 2 соседних отелях. В описании под видео оставлю вам ссылочки на мои обзоры. Также в описании вы найдете ссылку, по которой можно проверить цены на туры в отель Sea Life Phuket из вашего города. Ставьте лайк, если любите отдыхать в Турции. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.